Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что эту пятницу 13 вечером вы собрались у экрана своих гаджетов, чтобы в прямом эфире подумать, а куда мы катимся, собственно, да, куда дорожка-то ведет. Будем общаться по этому поводу с политтехнологом украинским Андреем Золотаревым. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, зрители. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Подпишитесь на Андрея Золотарева, на YouTube, ссылка в описании к этому видео. И принимайте участие в нашем эфире. Можно вопросы ставить заблаговременно, можно дождаться ответов на вопросы и в чат трансляции заглянуть. Там, кстати, уже есть голосование. Оно вот так выглядит, что означает возвращение Мединского в переговоры. Он на следующей неделе возглавит российскую сторону, переговорную группу, и варианты ответов. Мир ближе, мир дальше. На мир это вообще не влияет, это другая история. Или дух Анкориджа выдохся, идет сейчас полная перезагрузка этой всей, как там выразился когда-то Путин, движухи, да? Движуха. Андрей Владимирович, давайте с этого начнем, потому что, смотрите, мы обсудим сегодняшние новые, вот прям с пылу с жару новости, события, но ведь это тоже нам о чем-то говорит. Мединский был как бы до Анкориджа. Да, и Стамбул, и не будем забывать о том, что Стамбульские соглашения тоже из его черновиков проистекали. Вот, правда, есть но, потому что и в России раздавались голоса о том, что Мединский непрофессионален, некомпетентен. И Соединенные Штаты год назад, насколько я помню, в 2025 году говорили о том, что надо было Мединского убрать. С другой стороны, появление Мединского, учитывая все-таки Костюков-Глава ГРУ, все-таки фигура потяжелее, повесомее. Может, это такой знак понижения статуса переговоров. Как бы там ни было, он все-таки помощник Путина. Вот, а иногда помощники Путина в аппаратных в решениях весят иногда. Погадайте, кто весомее, Ушаков или Лавров. Вот и с Мединским. Причем, и у нас его больше знают как-то талантливого интерпретатора истории, начинавшего с черного пиара и минусовки, в чем он сам признавался, когда работал журналистом. Вот. Но и Мединский – это яркое воплощение формулы Покровского, о том, что история – это политика, обращенная в прошлое. Но, надеюсь, переговоры в Женеве не превратятся в кружок исторических реконструкторов жизни за царя. Вот. Поэтому все-таки, мне кажется, дух Анкориджа, он потихонечку разжижается. Но появление Мединского кардинально ни на что не повлияет. То есть это не является определяющим фактором. Поэтому я бы все-таки поставил на предпоследнюю позицию. Да, друзья, проголосуйте вы, очень интересно. Тем более, что тут есть одна деталь, тоже такая, интересная. Значит, Дмитриев, сообщили вот буквально перед нашим эфиром, тоже будет в Женеве, но отдельно будет встречаться с американцами и в трехстороннем формате ни членом делегации, ни каким-нибудь там замом главы, в общем, отдельно от Мединского. Ох, как интересно, что бы это значило? Тем более, что вчера... Отдельно. Вчера выкатили, через Bloomberg, правда, слили предложения российские по как бы восстановлению отношений с американцами после войны. И там вокруг доллара все пляшет, и там предприятия, и там, в общем, такая, знаете, такой черновичок бизнес-плана 12 триллионов. И даже Песков сегодня комментировал, говорит, слушайте, так понятно, мы от доллара не отказывались никогда. Вы чего? Это доллар от нас отказывался, санкции там всякие выводили. Да и вообще, конечно, а после войны будем дружить с американцами. Вот смотрите, а какой вы хотели еще план? Короче, Песков это не опроверг. Что бы это значило? Прежде всего, то, что об этом и, по-моему, ранее Кость Бондаренко говорил о том, что в Анкоридже обсуждалось нечто более глобальное и большее, а Украина лишь фрагмент всех этих договоренностей. Вот. И явно, учитывая довольно сдержанную реакцию и по покушению на Алексеева, видимо, все-таки ставки
скажем так, бонусы, потенциальные бонусы намного перевешивают вот эти издержки. 12 триллионов, ну, что туда входит? Авиастроение. Ведь, во всяком случае, заменить, ну, понятно, можно построить и суперджет, и МС, но, тем не менее, на мировом рынке доминирует Boeing и Airbus. А такая вещь, как капитальный ремонт самолетов, ну, Boeing на кривой козе не объедешь. Да, там в СМПО российские производители изделий из титана сотрудничают с Боингом, но, тем не менее, масса, самолет такая сложная штука, в которой масса таких деталей, которые не заменишь. На Alibaba и у китайских производителей не купишь. Вот поэтому есть определенный интерес. Учитывая гигантские масштабы России, то тема, скажем так, скажем, это возвращение американцев на российский авиарынок, того же Боинга, она потенциально выигрышна. Экономика искусственного интеллекта, энергетика. Ну, ведь мы об этом говорили, о том, что Дональд Фредович может усесться на украинскую трубу. И дальше из вот этой пресловутой, уже ставшей легендарной свободной экономической зоны Донбасс, качать российский газ. Тем более украинская газотранспортная система – это все-таки детище СССР. Ну, такие капиталовложения на сегодняшний момент никто не потянет, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, чтобы создать какой-то аналог. Поэтому, ну, и прямой смысл использовать то, что есть, модернизировать. И вот все это делает предложения Дмитриева потенциально очень вкусными, перспективными. А Трамп, как бизнесмен, ну, возле таких вкусняшек не может пройти мимо. Ну и видите Поэтому, как, тут же да. очень интересен даже сам общий посыл. В то время, когда, ну, например, там Макроны макронят новую стратегию, манифест европейский о том, что нам нужно евро укреплять, нам нужно модернизироваться, вот сообща все вместе. А Россия говорит, а мы в долларовую систему войдем. Какой-никакой, да, ну там много же критика в России, но это очень серьезный кластер геополитический, геоэкономический. И когда будет четкая привязка к доллару Соединенных Штатов Америки, как бы это очень на руку Америке, которая, простите, но теряет популярность именно своей валюты. Безусловно, и именно доллар – это инструмент глобального влияния Соединенных Штатов, тут никто спорить не будет. И учитывая то, что Соединенные Штаты – это крупнейший мировой должник, и, ну, у них в руках станок, который печатает доллары. То есть, естественно, учитывая и гигантский масштаб рынка, и гигантские ресурсные возможности России, как раз понятно восстановление позиции доллара. Но мне кажется, что здесь все-таки Кремль преследует прежде всего свой интерес, то есть решение текущих задач, что ни о каком глобальном альянсе на десятилетия вперед речи не идет. То есть решение текущих проблем, вот как модернизация авиапарка в России. Вот, и энергетика. Ведь легкое движение руки, и российский газ превращается в газ из Донбасса. Вот поэтому я думаю, что пока у сторон есть интерес. И на такие детали, как трепыхание нашего президента, стороны пока терпимо к этому относятся. Может, понятно, не будем заглядывать вперед. Февраль-март – это определяющий период, когда станет понятно все-таки куда, к чему все идет. Пока партия, вот, я сказал, тех, кто стремится максимально затянуть, заиграть, запетлять вопрос, пока ему это успешно удается. Вот это могу констатировать. Но, тем не менее, это не пока речь не идет об отказе от анкоридских договоренностей. Они в силе. На этом фоне, конечно, есть моменты, мы увидели заявление и Лаврова, и Пескова, да, проявление определенного недовольства
действия Соединенных Штатов на энергетическом рынке, но фиксируем то, что есть. Факт остается фактом. Эти договоренности пока в силе. Давайте перейдем к Мюнхенской конференции, потому что это, конечно, нечто. В эти минуты, уже сообщили, да, о том, что встретился Зеленский с, в общем, еще с одним сбитым, да, или как, не то, что сбитым, он сын наследник престола, в общем, в Иране. Да. Абсолютно непонятная встреча. Ну вот слушайте, все же ждут, как с Рубио повидается Зеленский, а он вот, собственно, зачем? Видимо, конъюнктуру чует Владимир Александрович. Восток дело тонкое. Ведь, да, легче всего у нас, понятно, наши боты запустят фотографии шахского Ирана, где симпатичные девушки в мини-юбках на улице, и как антитеза нынешний Иран, где, собственно, все по религиозным канонам все довольно строго. Но забывают ведь, и шахский Иран был очень специфической страной. С одной рукой дружил с СССР и активно торговал. Другой рукой был крупнейшим партнером Соединенных Штатов Америки и Израиля на Ближнем Востоке. Как раз с Ираном в 70-е годы у Израиля были довольно плотные отношения. Но и при этом это было все-таки был авторитарный и довольно жесткий режим. У нас же никто не будет, молодые люди со светлыми лицами не будут рассказывать, как шахская окранка Савак расправлялась с оппозицией. Люди исчезали, как принуждали к даче показаний, это тоже стало легендарно. Спецы из ЦРУ учили методом добывания признаний, вырывания ногтей, иголки под ногти, использование электротока. Такая цивилизованная страна, специфическая, с одной стороны. И ведь революция произошла тоже не на пустом месте. Это еще до Ирано-Иракской войны. Ведь как бы там ни было, но такие тектонические переломные события не происходят со страной, где все благополучно. Поэтому вась-вась с наследником престола, по-моему, все-таки шаха, наследников Пехлеви, вот этой династии, в Иране сейчас не ждут даже и оппозиционеры. Но у нас, как говорится, и Тихановскую любим, и прочих оппозиционеров в экзиле. Но к чему это? Вопрос в том, что, к сожалению, Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в тусовку растерявшихся людей, потерявшихся во времени, то есть которые помнят те времена, когда они были законодателями трендов, мод в мире политики. Но сегодня это все-таки мне напоминает эту тусовку растерявшихся людей. Да, Макрон будет наверняка предлагать французский ядерный зонтик. Но кто будет платить за это удовольствие? Ведь кто Германия? Подождите. Вот смотрите, сейчас же на самом деле тут были такие паростки противоречия между Францией и Британией, но сейчас вовсю Франция и Германия, собственно, на ножах. Мерц выходит и говорит: мы сделаем Бундесвер самой сильной армией Европы, как только сможем. Вот это как только сможем как-то немножко позабавило. Давайте откровенно. Значит, что там еще происходит, да, в этом террариуме единомышленников? Европа хочет представлять из себя военную или какую-то силу, но сам вот этот формат Мюнхенской конференции лично для меня потерял любой интерес после публикации, сейчас не вспомню где, в западной прессе, значит, когда там так обрадовались, что едет Рубио, а не Венс. Рубио едет, вы представляете? Потому что Венс год назад приехал, им там разложил правду матку, да, это все в шоке были. Ну вот смотрите, вот это тоже ведь момент такой, людей, у которых короткая память, да, вот как приезжал Венс. Так что директора конференции пробило на слезы, на эмоции. Да, то есть вы же, это же была трагедия, а сейчас получается... этот, некогда маститый клуб, да, сборище безопасности, оно
как бы превращается в какой-то абсолютно ритуальный танец. Вот ритуальный танец. Ведь очень, Да. Тусовка потерявшихся во времени людей. очень ритуально выглядит, например, встреча Ван И и Сибиги. Ага. Ну вот, наверное, Вани объяснит Сибиги, почему посол Украины Рябикин полгода не мог вручить величественный грамот в Пекине. Ну, наверное, давали понять, что китайцы ничего не забыли. И вот этот трехмиллиардный кредит, который раздеребанили тогда бизнесмен Броуди, нынешний мадяр, принимавший участие в этой афере, Матросич. Ну, китайцы же ничего не забывают. Они не злопамятные, но не забывают. Вот. О чем? И, ну, наверное, Асибига объяснял в том, что не надо принимать близко к сердцу вот, то, что Китай время от времени у нас хейтят, там, обзывают союзником Нет, ну России. подождите, Да. время от времени. Зеленский хейтит. Ну, это же не каждый день, это периодически находят на нашего президента, то есть когда не попадается, как говорится, под раздачу не попадается Орбан, ну, долетает до китайцев. Вот. Поэтому о чем там могут говорить? Я думаю, что, к сожалению, Украина потеряла свои позиции в Китае как одного из крупнейших экспортеров своей металлопродукции. У нас от металлургии осталось в лучшем случае треть после потери Азовстали, Ильича. Вот, после утраты шахт, добывающих коксующийся уголь. И дай бог, что у нас 1/3 от того, что было, осталось. Аграрка, ну, там тоже все очень тяжело. Вот. Ну, а святое место пусто не бывает. Китай благополучно заместил то, что получал из Украины, Бразилия, Перу, Эквадор, Венесуэла, вот те страны, на которые, та же Мексика, на которые сейчас переориентировался Китай в поисках поставщиков ресурсов. Вот все как есть. Ну и толку. Вот. Поэтому практического выхлопа от этой конференции точно не будет. И тот же Рубио, ну, в конце концов, он же так тоже не совсем при делах. Украинский кейс поручен Бенц. Вот. А Рубио поручено заниматься, вот, Латинская Америка это твое. Вот, родился среди кубинских иммигрантов, занимайся Кубой, Венесуэлой, Украину не лей. Поэтому, что нам там расскажут о том, что они могли обсуждать с Рубио, но я думаю, что это будет столь же пустое и, как говорится, неприложимое к делу занятие. Поэтому Ну, постойте. и времена... Ведь смотрите, тут же очень важный нюанс, ведь это интервью «Атлантик», которое вчера вечером уже расхватали на цитаты, которое как бы осталось. Это же именно к прелюдия к Мюнхенской конференции, где было четко сказано, что, оказывается, выборы нужны россиянам, они не хотят, чтобы Зеленский переизбрался, где был посыл о том, что я не подпишу плохой мир, я лучше ничего не подпишу. То есть это же набор тезисов, да, конкретно предваряющих его встречу, ну, с Рубио, наверное, да, или со своими партнерами, с другими, плюс Европа. И вот эти британские, ну, они сейчас под Британией, потому что Британия именно главная в Рамштайне, там 38 миллиардов, рекордная сумма, Федоров стоит, говорит, да, мы 35 в том году в декабре уничтожили, 30 в этом месяце, в январе уничтожили россиян. И так будем и продолжать. Ну, сразу видно, что там, конечно, очень плохо с формулировками. То есть, получается, на 5000 меньше будете уничтожать каждый месяц. Это имел, наверное, в виду Федоров, да, то есть будем так в том же духе и продолжать. То есть, ну, этого никто не заметил, все же сделали вид, что они потушные. Как вы оцениваете Зеленского? Он вывернулся, он все подготовил для того, чтобы Трамп ушел. Ведь Атлантик пишет четко, Трамп может уйти, но интрига тогда, кого оставить виноватым? Украину, Россию или обоих? Ну, позиция Зеленского – это как раз петлять так, чтобы нельзя было спихнуть на Киев, то, что Киев хочет войны. И да, это как раз укладывается в эту стратегическую линию. Есть сейчас два подхода. С одной стороны,
те наши ребята, вроде Давида Юрьевича или Рустема Умерова, у которых в тумбочке американский паспорт лежит, у которых там запасные аэродромы в Соединенных Штатах, ну, тем более у Умерова там и семья живет, которые чутко прислушиваются к мнению Вашингтонского обкома. Вот. И, понятно, они выступают за то, чтобы провести выборы, как хочет Трамп, к 15 мая получить потенциально легитимного подписанта. И да, в Верховной Раде лежит еще не зарегистрирован законопроект, который создает правовую базу для одновременного проведения выборов и референдума. Но есть и другая партия, партия глобалистов, Соросят, Пинчука, Фиама, ориентированная на лондонский обком. Вот. И у них совершенно иной подход. Пойти на лента, торопись медленно. Вот. И как раз президент сейчас, скорее, ну, это совершенно очевидно, как раз более склонен ко второй линии. А логика простая. Поскольку потянуть немножечко время, ведь в том же законопроекте такая маленькая деталь. Американцы ставили вопрос о подготовке выборов и проведении избирательной кампании за 60 дней, а там всего лишь, а там 90. Ну, подумаешь, разница 30. Ну, уже в дедлайн, в тайминг не укладывается. Ну и да, ошибочка вышла, исправим, но пока законопроект не регистрируем, он пока еще не зарегистрирован. Вот. А время тикает, часики тикают, время уходит. А там, глядишь, лето, там Мундиаль, чемпионат мира по футболу, там 250-летие Соединенных Штатов и юбилей Дональда Фредовича. 80 лет, как-никак, стукнет. И лето пролетело. А там уже избирательная кампания, промежуточные выборы. Тут уже не до Украины станет. И действительно может махнуть рукой. Вот. А выборы, ну, мы видим, все идет к тому, что вопрос только в том, это будет просто поражение или разгромное поражение республиканцев на этих выборах. Станет ли Трамп хромой уткой или просто там потеряет большинство. Пока, ну, можем гадать, но динамика для Трампа пока негативная. И для того, чтобы переломить, ему нужен какой-то победный кейс. Вот. Поэтому интрига сейчас заключается только в том, включит ли Трамп все имеющиеся у него рычаги, или плюнет и махнет рукой, надоели у меня все, займусь чем-то более приятным и близким мне. Вот. И ждать этого всего-то, ну, февраль, ну, первая декада марта. Ну, что дальше будет уже поздно. Поезд уйдет, и будет понятно то, что партия лондонского обкома, она станет понятно, что она навязала свою повестку и стратегию. И пока я сегодня посмотрел ряд молодых людей, обслуживающих банковую, экспертно обслуживающих банку, но они четко, как говорится, пытаются растолковать, что это единственная правильная линия и так далее. То есть тянуть резину. А Владимир Александрович свято убежден по-прежнему, что он парень фартовый, что он пропетляет, и, как говорится, кривая его таки вывезет. Но выходит, например, сегодня «Новое время» и сообщает, что 99% Зеленский решил идти на второй срок. Смотрите, тут очень важно. Да. Идти когда? Сейчас у него вроде бы как шансы достаточно высокие, потому что нет конкуренции, и, понятно, тяжело, да, со светом. Вот сейчас после обстрела Одессу отключили от воды, много районов, это свежее, прям во время нашего эфира сообщили. Есть другие проблемы, да, в других регионах, Харьковская область, Запорожье, Днепр, короче. То есть сейчас это вроде как еще держится на каком-то гребне потужности, но условно придет весна, как бы гормоны ударят по голове, у такого спесивого, да, авитаминоз у спесивого украинского народа, и мы вполне себе вероятно можем стать свидетелем черной рады. Знаете, обычно, есть такой санитарно-гигиенический фактор на выборах. Люди весной с потеплением становятся чуть-чуть мягче, добрее. Самый злой избиратель,
обычно октябрь, ноябрь, когда все-таки день сокращается и становится холоднее, может быть, на это рассчитывать, потому что, ну, мы же становимся свидетелями очень интересных экспериментов, вот как вот этот флешмоб с этим с нашим несчастным скелетонистом, который вот Почему? как Подождите, в смысле несчастным? Ему 1 миллион наколедовали, другие наскирдовали, третьи... смотрите, и но причем все такие говорят, он же золотую медаль бы получил, там, 100 тысяч долларов. Он бы в жизни ее не заработал, но все уже собирают деньги, рисуют шлемы. ну, опять же, те же околоофисных экспертов рассказывают, что у него шансы были, там, в квалификациях там, где-то второе или третье место. Ну, полная чушь, конечно. Вот, потому что он, по-моему, только недавно приобщился к скелетону. Но другое дело то, что парень вполне сознательно променял свои олимпийские перспективы на орден свободы от Зеленского. А для Зеленского, понятно, вот, во всяком случае, вот в Яроскевиче можно увидеть и самого Владимира Александровича. Разве это не его фирменный почерк? Приехать, топнуть ножкой, требовать особого отношения, отказаться от любых компромиссов, прикрыться памятью погибших, выставить себя дураком, получить дисквалификацию и уехать. Ну, как-то по-нашему. Ну, и тут, безусловно, знаете, вот присутствуют и все свойственные нам нынешнему украинскому обывателю свойства. Мелочность, сварливость, обидчивость, инфантильность под маской принципиальности и фанатичное упрямство. Ну, шикарно получилось. Но какой флешмоб. Знаете, когда выходят работники ДТЭК в касках с картонками, на которых там на английском языке одним почерком все написано. Вот, да. И даже тетки в магазине там сочувствие, вот как я знаю, погано повелись в Олімпійському комітеті. А я кажу, а ви хоча б одного з цих спортсменів, які загинули на цій війні, знаєте? Ні, не знаємо. Ну от ось. От того же фигуриста Шоколя. Вот. Никто не назовет. Но, тем не менее, главное, вот, это такой, мне кажется, такой тест-драйв по рефлексивному управлению общественным мнением. Погодите, ну тут есть очень важная пикантная деталь. Во-первых, до нашего эфира стало известно вечером, что все, Все, адьос. апелляция отклонена. Как это? Адью, мой мальчик, адью. То есть, ну, в общем, апелляция отклонена. Но тут же как бы, смотрите, нет, может, кассация будет еще. За кассацию будет отвечать Андрей Ермак. Нет, там... Нет, смотрите, Ну, тут же... Ермак сегодня может разве что черную мессу отслужить. Так смотрите, его же вытащили. Ермак будет присоединяться, он адвокат, он знает там толк. Ну все, проиграл Ермак, получается. Но Да, злые языки говорят, что его вообще там не было. Из Луизианы, который у него там где-то в Козине обитает, Багор, как это вот, черную мессу с ним обслужит разве что. Ну, не поможет. Не поможет, потому что, знаете, ну, старая прописная истина, со своим уставом в чужой монастырь не лезет. А как-никак МОК – это чужой монастырь. Мы можем обижаться, да, у них другая жизнь, у них другие представления, но, тем не менее, вот попытки навязать, прогнуть, ну, МОК успехом не увенчались и не увенчаются, увы. Ермак, что с ним? Ведь, понимаете, он же он появился на фоне всеобщего флешмоба, как герой-спаситель. А как бы, ну, и нет его. Тут же выскочил брат Мустафы, там, ай-яй, какой. Но показательный Зеленский в интервью «Атлантик» сказал, что он уволил Ермака не совсем не по коррупционным мотивам. У него были свои какие-то соображения. А какие, интересно, свои соображения? Вот, можно только гадать, что это за соображение, но как-то выглядела вот эта ремарка в интервью очень странно.
Ну, вообще много странного происходит в последнее время. Даже сегодня там день рождения Коломойского в суде. Очередной, третий день рождения Коломойского в СИЗО, да, в суде. И к нему почему-то пришла послушать как бы Мария Тихая, ведьма украинская. Она его поздравила, сидела там тоже на заседании, глаз не отводила с Игоря Валерьевича. Что это за игра вообще разыгрывается? Смотрите, на суде у Тимошенко вот эта Мария Тихая, которую связывают, ну, опять-таки, злые языки с Ермаком, которая его научила, наверное, всему этому. Там вода, кладбище, мертвецы, вот это вот все. У Тимошенко она, сегодня у Коломойского она. Что происходит? Ну, нормальная такая распутинщина. Ну, вот, ничего удивительного. Вот запорожский губернатор, говорят, у него там мадам Лоран вокруг него движется. Ну, знаете, честно говоря, мне вот эти наши доморощенные ведьмы, они впечатления не производят. Поехали куда-нибудь в Гровинскую область, там через одну хату ведьма на ведьме. Лесной край, болото, там, там куда больше опыт. Там приворожить, отворожить, вот, и как-то вот такие бабки с Полесья производят куда большее впечатление, чем вот эта девушка, ну, на которую глянешь, подумаешь, ну, какой-то такой дешевый эскорт-сервис поставляют такие кадры. Но у нас, к сожалению, проблема в чем? В том, что Ермак, он выходец из шоу-бизнеса. То есть шоу-биз-политика, ну, только мы говорили о Яроскевиче, вот это типичный шоу-биз. То есть вот такое рефлективное управление. Ну вот и появление. Естественно, будут обсуждать не Коломойского, и почему он уже 3 года сидит, и какие у него перспективы. Будут обсуждать, потому что там появилась вот эта служительница темных сил. Вот. Ну, Ну, смотрите, Коломойский якобы опять хотел что-то сказать. Об этом на ТСК, который возглавляет Гончаренко, приходили и говорили его адвокаты. Но он пока ничего не говорит. Но вроде как что-то ну, хотел. хотел бы, да. Зная Игоря Валерьевича немножко, вот с небольшого расстояния, если бы Коломойский хотел что-то сказать, он бы сказал. А так он прекрасно, он тебя держит интригу, но, судя по всему, пока, видимо, считает, что не время. Время может, ну, по моим расчетам, все-таки это февраль, первая половина марта. Потому что дальше говори, не говори, то есть все А пойдет почему своим чередом. февраль первого половины? Что за расчеты? Смотрите, он же четко сказал, Зеленского не будет. Ну, это его слова Коломойского. Ну вот, судя по всему, он считает, что Трамп продавит свой план. Венс, который является куратором украинского кейса, на дух не переносит, ну, как и Ермака, так и Зеленского. Трамп на дух не переносит. И, естественно, они, судя по всему, будут делать ставку, подписывать Зеленский окончание войны точно не будет. Возможно, это будет делать Кирилл Буданов, который как более приемлемая кандидатура для Вашингтона. Вот. Ну, а с другой стороны, глобалисты, так, потяните время, не ко времени. И вы видите, выходит та же Айва Изловская, напоминает там о диалогах Мане, вот это картельный сговор о том, что сначала отмена военного положения, потом через Подождите, а полгода... какая сила у этих диалогов Мане? А никакая, это картельный сговор. Нет, давайте так, они подписали бумагу. Ну, слушайте, как подписали, так и выбросите эту бумагу. Дело в том, что в стране, где Конституция на паузе, где мы каждый день наблюдаем такие чудеса, провести, говорится, выборы президента даже в условиях военного положения. Я тут не считаю, что это является принципиально невозможным. Была бы политическая воля и желание. И инструменты принудить к такому сценарию у Вашингтона есть. И вот время, когда
чтобы реализовать этот сценарий для использования этих инструментов, ну, вот, как я и говорил, февраль, первая половина марта. Дальше просто, ну, поезд уйдет. Мгм. А Зеленский подписывать это, безусловно, не будет. Что, Уедет что не будет подписывать? А, подписывать уже финал главный мир, договоренности. да. Ну, будет петь я уеду жить в Лондон. Вот, тем более, что там в Белгравии, говорят, таунхаусе заканчивают ремонт. Это как раз недалеко, шикарный лондонский район, недалеко от места обитания Шерлок Холмс. Вот, недалеко от Бейкер-стрит. Вот, ну, будет рассказывать о том, что был до конца. Так Ну, вот почему он то с Тихановской дружбу налаживает, то с этим Пехлеви. ну, может и это все-таки. Но если еще с Пехлеви все-таки это, ну, фигура, это эпоха, как-никак, шахский Иран, ну, что такое Тихановская? Ну, как говорится, не каждый Хуан Гуайдо. Это Из да. этой жизни. Э, Кто уже помнит этого персонажа венесуэльского? Уже и Мария Мачадо уже в тираж пошла. Американцы остались недовольны, считают, что у нее не Фронт, все в порядке. смотрите, фронт сыплется новостями о том, что вооруженные силы Украины пытаются контрнаступать на Ну, нескольких какое? направлениях. Получается сносно, но вроде как получается. И Сырский, собственно, опять, ну, в общем, потужничает и говорит, что, ну, там, сейчас все сконцентрировались на ПВО, да, ПВО. Но и на фронте идут отчаянные попытки, скажем так, выдвинуться, навязать какие-то встречные бои. А, Фронт, ну, на него вообще уже всем плевать, складывается такое впечатление. Простите, пожалуйста, но у нас каждый день, но это смотрится как интертеймент, хотя это очень серьезные вещи. Народ как бы бросают из огня до в полымя. То есть, когда у нас Естественно. Ну, говорят, сейчас месяц назад мы говорили орешник о полетит качелях. сейчас, летит, Качели. летит орешник, сейчас 10-15 минут мы увидим, проходит Да. 10 минут, что-то не Ничего не получилось, что-то там не получилось, не выстрелил, но вообще угроза до 19 февраля как бы сочетается. То есть Чтобы не расслаблялись. у нас орешники, понимаете, у нас обстрелы, причем я заметил, сейчас вот нагнетается другая история, что 25 баллистических ракет прямо по Киеву, это вот свежее, сегодняшнее, вечернее, да, вот каждый день могут быть нанесены какие-то удары. Два вопроса. Как это на фронте и на передовой сказывается? И Да никак. ну, подождите, ну раз там, вот опять продвинулись возле Часового Яра, уже забыли там про это направление Часового Яра, а там продвижение российских Да. войск. К Славянску подступаются, да, вот по Запорожью противоречивая информация доносится. И мы вот смотрим на саму картинку фронта, а тут выходит Рютте и говорит, как улитка, в общем, двигается российская армия, хотя хотят, чтобы ее считали медведем. Это он так подбадривает российскую армию? Или что? Или зачем вот эти выпады Рютте в такой-то особенно тяжелый момент для Украины с точки зрения военного потенциала? Ну, дергает за усы тигра. Ну, я не думаю, что подбадривает, как улитка. Хотя, ну, в войне на истощение квадратные километры все-таки играют второстепенную роль. Дела на фронте, ну, как бы там ни было, вот нам неделю назад, когда Маск отключил Старлинки, нам вот даже прекратились наступательные действия. Ну, посмотрел, но все равно всю неделю 1-2 населенных пункта теряли. Да, пошли там контрудар был на стыке Днепропетровской и Запорожской области. Там даже некоторые российские паблики писали о том, что там продвинулись до 10 километров. Ну, в масштабах фронта это, извините, но это ну, тактические бои, бои за избушку лесника, которые кардинально не меняют положение дел на фронте. Положение дел на фронте таково, что да, фронт не рушится. Признаков того, что такого скорого обвала фронта нет. Это там массовая сдача в плен, там бросание позиций.
Вот. Но дела обстоят не лучшим образом. Проблема дефицита резервов, она никуда не делась. И вот как раз вот я боюсь, что к июню мы можем столкнуться как раз на фронте с кризисом. Ибо когда к этому моменту, возможно, Запорожье будет... Я не думаю, что будут штурмовать. Я не думаю, что возьмут Славянск-Краматорск. Но обложат, начнут обжимать логистику. И, будем ли так, столкнемся с проблемами того, что нам надо будет делать выбор, что спасать: Запорожье или Славянско-Краматорскую агломерацию. Вот, поэтому в Сырскому здесь долю не иду. У него сложнейшая задача удержать фронт при дефиците резервов. Ну, можно, да, это подать контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской области как нечто большее, но мне кажется, об этом речи быть не может. А то, что издержки вот этого петляния, это может быть обрубание, ну, как в плане довеска получим обрубание развединформации. Возможно, могут начаться проблемы и со старлинками у нас. Вот, это в лес не ходи. Поэтому перспективы, вот, когда у нас пытаются тянуть время, но надо понимать, что время работает не на нас. Учитывая то, что поставки вооружений и боеприпасов значительно сократились. Ну, в этом же и Зеленский говорил, правда, там пошло перепихивание ответственности. НАТО говорит о том, что нет, все отправлено, это с логистикой проблемы были, то есть мы все оплатили. Но факт остается фактом, то, что вот даже в минувшее воскресенье, ну, один удар по Васильковскому аэродрому чего стоит. И до сих пор не знаю, почему туда прилетело, сколько там людей потеряли, техники, но удар был очень мощный. Там на южных окраинах Киева стекла тряслись. Вот, поэтому тенденции, по моему, как говорится, разумению, где-то вот к июню мы можем столкнуться с куда более серьезными проблемами на фронте. Пока ситуация еще худо-бедно контролируема. Ну, до июня же вроде как не дойдет, ну, так, по всем политическим раскладам. Хотелось бы, конечно, чтобы все весной, собственно, и решилось. Верите в дедлайн 15 июня, 15 мая? Ну, хотелось бы верить. Но пока вот эта партия максимального затягивания, она переигрывает ту, ну, скажем, ту партию, которая стремится поддержать план Трампа и вот этот дедлайн. Нет, есть оптимисты, допустим, вот тот же Дмитрий Корничук, который все равно подпишут, неважно, уже все решено, а это такие трепыхания. Но я пока, ну, вот, глядя на фактическую сторону, пока, увы, ничто не указывает на то, что действительно 15 Да, друзья, мая. к самым свежим новостям. Да, действительно, тревога сейчас, угроза баллистики, очередная тревога в Киеве. Взрывы прогремели в Харькове. Это вот по состоянию на, ну, вот вживую, да, если мы смотрим за новостями. И выходит Трамп. И говорит следующее. Значит, Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить сделку. Ему нужно действовать. Иначе он упустит прекрасную возможность. Зеленский как бы в очередной раз подвергся вот этому давлению. От Трампа уже вербальному, прям, давай, мол, Зеленский. Зеленский говорит, я готов встречаться с Путиным, я не готов обсуждать территории, короче, будем обсуждать только лидерами. Ну, а у Путина, как мантру повторяют, готов, хорошо, приезжаю в Москву. Но в Москву никто не едет. Как вам... Вот смотрите, если мы возьмем вот эту вот историю, то есть, чтобы договориться об отходе из Донбасса. Сейчас тоже очень интересная как бы вещь. Пресса общается с окружением Зеленского, те как бы говорят, в любом случае придется отходить. Ну, то есть, давайте сейчас, чем потом это будет катастрофа. Как вы выразились выше, выбирать надо или Запорожье спасать, или Славянск-Краматорск.
С одной стороны. С другой стороны, есть там социология новая сегодняшняя. Говорят, треть верит в границы 91-го года опрошенных. И Зеленский говорит, ничего не отдам. Но можно что-то решить, когда встретимся с Путиным. А с Путиным встретиться можно только в Москве. И получается какой-то замкнутый круг, вот Ну, такие кошки-мышки. ну, об этом мы в прошлый раз говорили, о том, что один ссылается на одно, другой на другое, и вот так, ну, такой мертвая петля. А война продолжается, и это может, к сожалению, это может тянуться довольно долго. Да, Трамп подгоняет вопрос в другом, то есть в непубличной части. Нажмет ли он красную кнопочку и не запустит ли, ну, инструменты жесткого принуждения к примерному поведению Владимира Александровича. Тем более, ну, если бы ті роки, ну, дійсно було ті роки, які нічого не крали, тоді можна було б там, руть колесом, нет похабному миру, то есть не пойду на капитуляцию и так далее. Но это не тот случай. Поэтому наблюдаем. А качели будут качать, психологические вот эти качели, которые приводят людей в состояние близкое к острому психозу, будут качать. Ну, у нас и до войны было, некоторые вот, психиатры говорили о том, что 20% у нас потенциальные клиенты психиатрической клиники, ну, уже на грани акцентуированные персонажи. Не сегодня, так завтра. А я думаю, война только усугубила эту ситуацию, плюс добавятся еще ПТСРщики, и будет полный комплект. Знаете, все это выглядит, ну, вот каким-то сюрреализмом, да. У нас публикуют рейтинг отношения к мировым лидерам, да, это YouGov США. И Зеленский там улучшил результат на 14 позиций среди мировых лидеров. То есть впереди Ну, планеты всей. кстати, вот всевозможные журнальные рейтинги и там всевозможных агентств, ну, это вещи, которые знает любой пиарщик, политтехнолог, о том, что за мзду нужное место покупается. Ну, там И, интересно еще, знаете, такой вопрос. Это опрос в США, это американцы, да, американцы. Так вот, американцы, там есть графа, я не знаю этого человека, Зеленского не знает 29% американцев. Ну, Стармера не нет, знают ну, 65, Мерца 75, поэтому нормально. То есть, ну, видите, да. как... Ничего тут удивительного нет. Вопрос другой, кто проводил и для чего. Ну, Югов Вот, проводили именно в Америке, по Америке. да. Потому что я прекрасно помню 90-е годы, когда там за 2-3 тысячи долларов там, получали статуэтку красивую, там напечатанный как говорится, металлографии сертификат о том, что лидер бизнеса и так далее. Ну, все это стоило, кажется, определенных денег. Ну, и учитывая то, что скоро в Украине ссылаться на социологию станет дурным тоном, как на прислужницу политтехнологов, поэтому мы не знаем реальной картины, сколько 30 или там 10%, хотя границ 91 года. Кто-то хочет, безусловно, но я не думаю, что все-таки большинство украинцев прекрасно понимает, о том, что ну, есть куда более реальные и осязаемые вещи, учитывая то, что у нас пытается немножечко так добавить оптимизму. Вот там и шмыгали, что весна, потеплеет, легче. Боюсь, что с наступлением тепла проблемы никуда не исчезнут. И жить с проблемами в той же энергетике, в теплоснабжении нам придется и следующую зиму, учитывая то, что подготовка к отопительному сезону начинается обычно вот после, с наступлением тепла уже весной. Ну, мне просто очень интересно, как удастся решить проблемы теплоснабжения и энергоснабжения того же Киева. Киев на сегодняшний момент там полгорода по 17-18 часов без тепла, без света. Вот, и да, вот, последние, сколько там Кличко называл, там 3000 домов на левом берегу без тепла.
Проблемы никуда не исчезли. Исчезли уже комплектующие, закончился запас комплектующих для ремонта и энергетики, говорят. И второй момент – люди. Вот тот золотой фонд, те мужички, которым 50-60 лет, вот, молодежь туда работать не идет. Все хотят быть менеджерами, блогерами, вот, ивент-мейкерами, но Диджеями, да? да, да, но идти, как говорится, крутить провода и монтировать трубы на этих электростанциях желающих мало. Но вот это наводит на определенный пессимизм, поскольку одно дело, когда есть деньги, желания, возможности и кадры, второе дело, когда по вот этим пунктам у нас, если не zero, то, скажем так, отрицательные величины. Андрей Владимирович, Майк Уолтс, ну, представитель в Европе, да, ну, в общем, представитель при ООН, пришел с кепкой «Сделаем ООН снова великой». Ну, это все в рамках, это понятно, такие шутки у них, прибаутки. Но тут какие-то странности происходят с Советом мира. Вроде как первое заседание назначено на 19 число. Я просто пытаюсь логику уяснить. Трамп говорит: Зеленский, там, торопись, поторопись-ка, Зеленский, давай, соглашайся на сделку, Россия готова, давай ты. И это все на вот этом раунде переговоров в Женеве, да? А потом же следом, да, у нас идет плотненько Совет мира будет заседать. Израиль, кстати, присоединился к Совету мира, а Россия и Беларусь объявили, что, говорит, не будет нас там. У Лукашенко говорит: ой, я бы с радостью. Дела поздно предупредили. Если бы чуть заранее сказали, я бы там как-то график там, ну, в общем, подвигал. А у него серьезно, на самом деле, там можно смеяться над Лукашенко, и правда, его сегодня там окрестили в очередном фейке, ну, якобы вышел Лукашенко и сказал: вот, у нас ничего не блокируют, никакие соцсети. На самом деле он этого не заявлял, но, в принципе, сейчас это все видно и так. Разные там белорусские, ну... Ну, на фоне России и Украины действительно, да, Беларусь как остров свободы. То есть, смотрите, там алкоголь 24/7, комендантских вот этих всех ограничений и всего на свете вообще ничего нет. Скажем так, соцсети работают все. Правда, остров свободы? Вот правда, так и выглядит. Это обсуждают просто в сети и приписали Лукашенко. Ну, в общем, это не было такого заявления. И смотрите, на Совет мира ни Беларусь, ни Россия не едет. У меня возникает очень прямой вопрос. Совет мира и вот это первое заседание, оно как-то подразумевает какие-то, ну, там, украинские подоплеки или нет? Нет. Украинский подоплеки, скажем так, есть увязка, поскольку вот разрекламированный Трампом Совет мира, но ему нужен яркий позитивный кейс. Вот та самая сделка, которую Трамп могла бы помочь Трампу из поднятия авторитета Совета мира и помочь ему на выборах. Показать, что его усилия... Так а зачем тогда хвалить ООН? Вот. Ну, возможно, тут прошел сбой, ведь нельзя сказать о том, что у всех членов команды Трампа есть единое мнение. Сделаем ООН снова великой, но это все-таки, мне кажется, это не является, скажем так, мейнстримом, проистекающим из Белого дома. Возможно, это дело в самом ООН. Вот. Тем более, эта формула становится популярной. Вот, и я говорю о том, что если ставить вопрос о спасении Евросоюза и Европы, но это вариант только один – сделать Германию великой снова. Вот, правда, за это, ну, боюсь, что в Германии никто не осмелится это произнести вслух, но по сути это единственный вариант. Ибо Германия – это становой хребет Евросоюза, европейской экономики, и если Германия окончательно схлопнется, то есть если этот процесс пойдет и дальше, то не будет и самого Евросоюза. То есть останутся рожки до ножки.
Вот, поэтому в отношении ООН, мне кажется, это все-таки тут скорее это персональная импровизация Уолтса, нежели это линия Трампа. К ООН у Трампа, у Венса отношения вполне определенные и негативные. То есть это, по мнению Трампа, это сборище дармоедов, которые паразитировали на деньгах американских налогоплательщиков, которых надо снять с довольствия. Ну вот уже вышли не только из Всемирной организации здравоохранения, из ЮНЕСКО, то есть потихонечку Трамп свой план реализует. Но для того, чтобы окончательно, как говорится, довести, закрыть гештальт, ну, ему надо, чтобы заработал Совет мира как альтернатива ООН, и тогда можно освободить небоскребные стривы. Андрей Владимирович, а что с депутатами Верховной Рады происходит? Ну, обкакались. Нет, ну, смотрите. Ну, в прямом смысле этого слова. Подозревали, что это отравление, там брали, ну, по-моему, шашлычки по 1000 гривен за порцию в Буковеле вышли боком. Ротавирус, похож. А ротавирус – это такая инфекция, передающаяся, ну, в том числе и фекальным путем, а чему-то. Это болезнь грязных рук. Поэтому, знаете, не стоит нынешним дамам из Верховной Рады целовать ручки, как это было принято раньше. Похоже, многие дамы после туалета руки не моют. Вот, и депутаты тоже. Вот. Ротавирус, высокая температура, диарея, рвота. Классические симптомы. Наводил справки у врачей. Нет, это не отравление, не пищевое, это классическое ротавирус. То, что было этой зимой в Буковеле, был скандал. Да, его постарались заглушить. Понятно, что Буковель, который по ценам дает фору, хорошо уже и Франции, и Австрии. Ну и, извините, обдреставшаяся элита, ну, это не является, скажем так, это антиреклама для такого респектабельного места отдыха. Но факт есть факт. Судя по всему, депутаты уже вернули в зал Верховной Рады. Ну, и так достаточно вспомнить, сколько было с Рютте. 165. Верховная Рада, что бы там ни вешали на Тимошенко, что она хотела хакнуть монобольшинство, это монобольшинство уже почило Бозе. А с уходом Андрея Борисовича коды доступа остались у Давида Георгиевича, но он как-то... Ну, вот так и получилось с Рютте, да. С Рютте было много, потом, в общем-то, никого не осталось. В общем, другое дело, что под откровенно шкурный лоббистский законопроект, который возвращает 37 миллиардов владельцам возобновляемой, ну, ветра и солнечной электростанций, голоса собрались. И по сути это законопроект, который открывает дорогу к повышению тарифов на электроэнергию. То есть то, что вытащат из кармана пересечных. Ну, как всегда у нас, национализация убытков и приватизация прибыли. Ну, ведь прекрасно понимаем, кто за этим стоит. И вопрос другой. Как ну, видимо, позолотили ручку депутатам, раз все дисциплинированы. Там и евросолидарность, их заклятые друзья-зеленинцы, и депутатские олигархические группы «Довіра», «Восстановление Украины», и ошметки оппозиционной платформы «За життя». Все в едином порыве поддержали. Только одна Батьківщина саботировала, там, видимо, Кучеренко объяснил, что к чему, и догадались, собственно, не поддерживали откровенно этот коррупционный блудняк, но факт остается фактом. Под шкурные законопроекты, там, где, скажем так, с гешефтом, персональным гешефтом депутатов голоса находятся. Все остальное идет в игнор. Это мы видим. Ну, а тут еще и ротавирус помог. Просто депутаты, которые утвердили на законодательном уровне минуту молчания, которым предлагается, и вроде как утвердили, да, или только предлагается, ну, в общем, там же тоже есть один момент. Каждый человек раз в жизни может что-то приватизировать.
Ну вот, Да. что-то приватизировать. Кто-то там садовый участок, кто-то гараж кооперативный, кто-то там какой-то, ну, в общем, ну, по-всякому. То есть один раз в жизни. Все, теперь не может. Теперь это право есть только у военных, там каких-то, ну, в общем, Все отличившихся украинцы, особо. да, все украинцы равны, конечно. Ну, Да, то замечательно. есть понимаете, в чем дело? Это и вот то, что касается шкурных интересов, то тут как бы украинцев отодвигают. Ну, Сейчас естественно. очень едко и громко смотрится каждый случай насильственной мобилизации. Почему? Потому что было же задание, ну, как бы избавиться от принудительных методов, Ситуации, а стало только ну, хуже. да, и Выходит, заметно хуже. И уже вот даже Киев, который, ну, собственно, киевские ТЦКшники по сравнению с одесскими или харьковскими, это были просто куртазные маньеристы. Начали винтить и в Киеве, и уже вот там на Ильенко, бывшая Мечникова, не Мечникова, Мельникова, брошенные машины, водители просто вытягивают из машины и паркуют. Ежедневно мобильные вот эти блокпосты ТЦК с полицией. И да, по Киеву стали работать намного жестче, это факт. Ну а Уголовный кодекс, Конституция Украины, как говорится, ну, не знаем такого. Хотя это чистой воды, это криминал, это киднеппинг. Нету ЦК таких полномочий винтить людей в бус. Вот. но Но тем говорят, не менее, смотрите, говорят, что это все будет усиливаться. будет, да. Вот. И как, конечно, это стыкуется с разговорами о скором прекращении войны, ну, тут все это, говорят военные, по расходящимся направлениям. План есть план, 30 тысяч забрить в месяц. И ТСКшники рады стараться, тем более, что там же есть кнут и пряник. Не выполняешь план, это в боевые части вперед. А кто ж желающих нет. Вот поэтому армия в 45-50 тысяч ТЦКшников, это на минуточку, это 10 полнокровных бригад, занимается отловом серых и убогих. Но именно примерно такой контингент идет на пополнение частей. И, конечно, покупатели плачут, что когда, допустим, вот в мехбригадах, там, где действительно люди идут на выполнение боевых задач, выбирать не из кого. То есть военным это никак, такая форма мобилизации никак не помогает. Ну, а примерно треть, половина ну, в разных случаях по-разному, на стадии учебки просто пятисотица бежит. Ну, и таковых у нас данные эти же засекретили. Ну, я думаю, где-то около полумиллиона. Это на минуточку так и 2,5 армии в 2,5 раза больше, чем армия Польши. Гранаты рвутся, отстреливаться отстреливаются, люди, ну, беспределят, я имею в виду СЗЧшники, но никто не говорит о том, что причина этому, самое главное, это война продолжающаяся. Никто не хочет заканчивать эту войну. Получается, что ну, Зеленский ничего не подписывает. Да, кроме Зеленского у нас депутаты обделались, какие-то там другие ломы. Одна только надежда остается на Буданова, который как бы ну, этот агент Трампа в ускорении мирного процесса. Тут не столько все-таки на Буданова, сколько на самого Трампа. То есть дожмет ли Трамп? Вот в этом вопрос. Может, не захочет. Может, будет недосуг. Но может, нажмет красную кнопочку и понесется. Ну, как говорится, будет у нас неделя офигительных историй. Вот и, кажется, вот тогда, возможно, и позиция изменится. Ну, как это было накануне Давосской конференции. Понедельник. Понедельник никуда не еду. Украина важнее, чем Давос.
В среду ситуация меняется на диаметрально противоположно, как миленький помчался. Вот, может быть, примерно так. Ну, в этот раз, видите, решил поехать. Ну, там же Трампа и Венса не будет. А Рубио, ну, ведет себя куда как более галантно и политкорректно в отношении, ну, своими визави, нежели вот, Венс или Трамп. Рубио там, правда, будет еще уговаривать Орбана и Фица отказаться от российских энергоносителей. Ну, мне кажется, что вот эта миссия невыполнима для э, новой Госдеп. М, Ну, в общем, пишут, конечно, главная интрига Мюнхена это, конечно же, будет Мерц. Он якобы где-то там в кулуарах заявил, что Америка уже не сверхдержава, а Рубио говорит, я на своем выступлении как бы порву, не хуже Венса. В общем, действительно, разброд Не, и ну, шатание. ну, потерявшиеся, это, по-моему, самое точное определение. Э, Понятно, ну, что Америка немножечко не та, какой она была там в середине 20 века, когда Соединенные Штаты были 40% мирового ВВП и, грубо говоря, это флагманом индустриального развития. На сегодняшний момент как раз в реальном секторе пальму первенства перехватывает Китай, но потенциал Соединенных Штатов я бы тоже не стал бы недооценивать, тем более, когда грядет революция в экономике, экономика искусственного интеллекта, а там за ней маячат квантовая революция, появление квантовых компьютеров, которые, допустим, тот же могут хакнуть любой шифр, любые, допустим, там, ну, это ж криптосчета, допустим, за считанные минуты, на что в современной компьютерной техники могут уйти годы, там считанные минуты. Вот, то есть мы действительно, как на пороге десятилетия больших потрясений, так и это будет десятилетие больших перемен. А люди, ну, собственно, живут еще установками, стереотипами предыдущих относительно благополучных 30 лет, когда и экономика росла, и не было такого противостояния, и все было под военным зонтиком, ядерным зонтиком Соединенных Штатов Америки. Ну, это время безвозвратно ушло. Да, друзья, значит, всем большое спасибо, что уже поставили лайк. Давайте подведем итоги опроса и перейдем непосредственно к вашим уже вопросам, что, ну, интересно, да, как вы непосредственно, какие вопросы вы задаете. Что означает возвращение Мединского в переговорную группу, во главу переговорной группы следующего раунда трехсторонней встречи? По 10% мир ближе, мир дальше. 36% Духан Кориджа выдохся, перезагрузка, ну, потому что, правда, откат назад. И 44% считают, что на мир это вообще не влияет. Кто переговорщик, как. То есть абсолютно это... Не важно, кто там во главе, важно вот совершенно другое. Ну, то есть Мединский неплохо, не хорошо на этом деле не отразится и вообще как бы, ну, ни при чем, да. Ну, вот такие мысли у нашей аудитории. Что скажете? Ну, вполне закономерно, все прекрасно понимают, что не в Мединском дело. Вот, это не тот случай, когда говорится, можем говорить о роли личности в истории. Мединский, прежде всего, он член команды Путина. Он его помощник. И я думаю, что он будет действовать в рамках тех директив, которые он получит от своего патрона. Поэтому каких-то кардинальных перемен ничего не прогнозирует, ничего не изменится. Мгм. Да, значит, ну, пишут зрители, кстати, пишут про контрнаступление. Давайте перейдем к вопросам. Значит, там говорят, что 3 села перешли под контроль ВСУ. Там еще в одном бои возле Гуляйполя что-то более-менее
Вот, возле Гуляйполя отбили, но за 5 дней этого наступления было уничтожено около 60 единиц военной техники, ВСУ, танков, БТР, машин и разбросанные тела. Сырский, получается, мясник, и это наступление, ну, вообще не считается никто с потерями, пишет Оксана. Ну, к сожалению, даже относительно благополучные и спокойные дни, ну, 150-200 человек в день убитыми ВСУ теряют. А тем более наступательные действия с учетом того, что дроны, FPV-дроны, беспилотники, ну, практически изменили характер боевых действий. Другое дело, там, технику. Ну, на технике сейчас технику не используют для логистики. Вот пехоту обычно вывозят там за 5-10 километров до рубежа обороны или наступления, дальше вперед ножками, поскольку дорогая техника, в том числе и американская, те же Max Pro, они жгутся дронами легко. И понятно, любые наступательные действия – это потери. Как правило, если сторона, обороняющаяся сторона более-менее подготовилась к обороне, то это соотношение потерь, естественно, не в пользу наступающих. Ну, а то, что у Сырского такая дурная репутация в этом плане, то есть и ранее называли там мясником и так далее, это секрет Полишинеля. То есть и вот эти бои местного значения в Запорожской области, ну, я говорил, по сути, бои за избушку лесника, они кардинально не меняют стратегическую ситуацию на фронте. Они могут улучшить ситуацию там, да, в Запорожской области, ослабить там давление на Ореховский укрепрайон, но принципиально это ничего не меняет. Сибига выходит в кулуарах Мюнхена, говорит, на следующем раунде переговоров мы надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций. Настало время действий, поступков и решительных шагов. Это он с китайцем переобщался или что, о чем это? Нет, ну, Сибига в этом плане очень интересный персонаж. Ну, по-моему, Мединский ему лекции не читал. А, знаете, от чужих слов. Ну, Мединского послушать интересно, ему, по крайней мере, очень так вполне логично и доходчиво для массовой аудитории объясняет с точки зрения, ну, позицию того, что и территориальная экспансия Российской империи, она была исторически правомерной и обусловлена. Ну, такая адвокация, к сожалению, вот, среди украинских историков столь же ярких фигур, увы, не нашлось, которые могли бы ярко и доходчиво объяснять некоторые исторические нюансы событий той же УНР и так далее. Ну, а те, кто мог бы это объяснять, они в силу разных обстоятельств либо под санкциями, либо давно уже не в Украине. Так, следующий вопрос. Андрей, шлем на Олимпиаде и адвокат Ермак – это, конечно, случайность, а вот риторика власти уже напоминает одну страну в Европе лет 100 тому назад. Вопрос, каким может быть завершение? Думаете, дадут сбежать всем, прикрывая европейские дупы? Благодарю, Александр, всем добра. Ну, я думаю, что, судя по февралю 22 года, ну, когда, наверное, половина чиновничьего люда Киева переместилась в ряды Ужгородской теробороны, сбегут. Ну, у них материальные возможности для этого более чем. Сценарий того, что не добегут, ну, да, есть такая вероятность, но она, скажем так, невысока. Не добегут те же ТЦКшники. Ну, прекрасно помню о том, что как люди, пережившие оккупацию, ну, а в Восточной Украине оккупационный режим был намного жестче, чем в Галичине. Вот, понятно, оккупантам помогали, ну, вспомогательная полиция, навербованная из местных. И, как правило, многие, что полицаи были хуже немцев. Вот многие полицаи не дождались встречи с органами НКВД, СМЕРШа, скажем так,
С ними их же односельчане там определили там, на ближайших березах или соснах. Вот, путем самосуда и линчевания. Вот так, такое может быть с ЦЦКшниками, там, какими-то местными деятелями, но верхушка в случае какого-то экстремального сценария, она очень быстро встанет на лыжи. Как это было в феврале 2022 года. Глазом моргнуть не успели, но впереди всех там Львов, Ужгород. Некоторые добежали и до европейских столиц, там, понятно, с чемоданами кэша. Вот. Ну, а у нас же таможня за 7% отступного, там, как говорится, всегда даст зеленый свет. Вот, как говорили люди сведущие, за 7% там закрывали глаза на то, что там сумки, багажники были забиты сумками с кэшем там под самое не хочу. Алексей, добрый вечер. Александр Владимирович. Вопрос. Вы согласны, что если Украине к 90 миллиардам дают еще 38, то на ближайшие 2 года о мире можно забыть, пока Зеленский их не освоит? Знаете, ну, все дело в том, что дают-то на 2 года, а в Киеве надеялись на то, что ну, это только на 26-й год. А 30 миллиардов, которые попадут в бюджет Украины, они не закрывают даже текущей бюджетной дыры. Ведь, ну, как мы помним, в конце 2025 года говорили о дефиците, что на Украине минимум необходимо 47 миллиардов. Так? Так. Вот. Давайте идем дальше. Январь месяц. В силу массовых отключений электроэнергии недоимка в бюджет минус 8%. В феврале будет еще больше. Я думаю, и март присовокупится. Поэтому 30... Да, можно, скажем так, еще там полгода повоевать, но дальше рано или поздно и получим обвал гривны и повышение коммунальных тарифов, то, что является неизбежным в нынешней ситуации. Понятно, как это отразится на уровне жизни, как это отразится на протестных настроениях и на мотивации продолжать войну. Вот. Поэтому на 2 года я пока не вижу ни мобилизационного ресурса, ни финансового ресурса, чтобы в ближайшие 2 года вытянуть. Ну, и говорят о том, что дадут еще, но пока знаете, давайте говорить о фактах. Вот, минус 8% поступлений в бюджет в январе – это факт. Вот, а призрачные там еще 22 миллиарда, которые надо изыскать, это пока гипотетическая возможность. Вопрос от Александра. Когда мы отрекаемся от собственной истории, сносим памятники, уничтожаем книги, захватываем храмы, мы постепенно теряем человеческий облик. Когда люди поймут, что между потерей человеческого облика и жизнью в скотских условиях, без тепла, электричества, испражняясь в пакеты и выгребные ямы, существует прямая связь? Люди, к сожалению, этого не поймут, но это неизбежная закономерность, ибо ну, это закономерность цивилизационной воронки, в которой оказалась втянута постсоветская Украина. То есть от страны индустриальной к аграрно-архаичной. Но если у нас экономика покатилась куда-то в третий мир, то неизбежно в реалиях третьего мира окажется и социальная, общественная жизнь. Отсюда вот эти хунвейбины, отсюда вот эти шпрехенфюреры и мовные инспекторы, война с памятниками, переписывание истории. Ну, а, естественно, как говорится, вишенка на торте – это и деградация качества жизни до уровня стран третьего мира. Поэтому и будут и пакеты, будут и проблемы с питьевой водой. Подождите, еще могут и хлопнуть и бортническую станцию аэрации, а поднять, реанимировать такой объект это архисложно. Особенно учитывая то, что она обслуживает не только Киев, но и города-спутники, такие как Ирпень. То есть последствия могут быть катастрофическими. Учитывая проблемы с качеством питьевой воды, с дефицитом электроэнергии, подождите, еще летом начнутся еще инфекционные заболевания. Проблемы, ладно, зимой там можно выставить на балкон продукты, а летом, когда будет жара, а холодильник работает несколько часов, а дальше в таком
режиме. То есть, поэтому будет мало не горюй. Увы, но такова реальность. Надо смотреть. Понятно другое, то, что материальный мир, он предопределяет и то, что происходит в мире нематериальном. То есть Да, это... Саша, задай, пожалуйста, гостю вопрос, очень прошу. Прослушала последний эфир ответа на вопросы Золотарева. Меня немного задело высказывание про утраченный промышленный и человеческий капитал Украины. И тут у меня логичный контрвопрос. А как сознание Золотарева представляет без кооперации с Россией что ракетостроение, что авиацию, вертолетные двигатели для Ми? Вы реально верите, что без инвестиций из Москвы кто-то вообще позволил себе все это сохранить? Ну, есть реальность, есть то, что как раз как и мы зависели, так и от нас зависели. И, к сожалению, в 90-е годы, особенно в ельцинское время, да, допустим, вот, Леонид Данилович Кучма, не даст соврать, попытки первой его каденции президентства, там, попытки выйти на кооперацию в военно-промышленном комплексе столкнулись с непониманием с тогдашнего ельцинского окружения. Ну, а потом уже поезд ушел. Понятно другое, потому что Европа и Соединенные Штаты, они не заинтересованы, чтобы здесь присутствовали ракетные технологии, тоже моторостроение. Это конкуренты, это потенциальная угроза того, что эти технологии попадут в руки потенциальным противникам. Отсюда заглох проект Ан-170 как перспективного военно-транспортного самолета. Французы заинтересовались, запросили техдокументацию, вроде бы им дали, но потом, спустя некоторое время, появился А-380, очень похожий на Ан-170. Поэтому ну, абсолютно правы в том, что среди нынешних наших партнеров нет никого, кто был заинтересован в инвестировании в высокотехнологичную отрасль. Ну, Но, к правильно. Ну, сожалению, подождите. Ну да, то есть так и есть. Кому они нужны, эти двигатели? да. Ну, там, или ракеты. Да. Но хочу вас и с конца 90-х годов, то есть когда тут все было так вполне лояльно по отношению к России, ну, а особого интереса, энтузиазма, там, инвестирования в украинский военно-промышленный комплекс тоже не было. Более того, рассматривали как потенциальных конкурентов. Достаточно вспомнить вот этот таиландский танковый тендер, который выиграли украинские оплоты, ну, сколько там стёба было в российских медиа, и харьковчане, да, говорили о том, что вот это безусловно. И пакистанский контракт на 300 машин с завода Малышева тоже как бы никто, понятно, Мотор Сич, она была интересна китайцам, но китайцам исключительно в плане заполучить технологии. Потому что у китайцев очень долго не складывалось с авиационным моторостроением. Это там, где они очень сильно хромали. Низкий, очень слабый ресурс двигателей. Поэтому я не думаю, что в Запорожье бы в Моторсич пошли бы серьезные китайские деньги, чтобы поднять производство там, и выходить с этим на мировой рынок. Ну, а учитывая взаимосвязь и технические, скажем так, аспекты, понятно, что как-никак хоть какая-то кооперация была. Но теперь война окончательно это и похоронила. Я думаю, о серьезных, скажем так, высокотехнологичных предприятиях в военной промышленности, ракетной сфере, в сфере военной электроники, авиамоторостроения Украина может забыть. То есть, что умерло, то умерло. Что мертво, умереть не может, да. Значит, вопросы из чата, поехали. Личный вопрос от пользователя. Заметил, у вас мольберт, увлекаетесь живописью? Если да, то в каком направлении пишете? Интересуюсь как художник. Спасибо. Жена. Жена любительница живописи, все-таки заканчивала художественную школу, архитектурный факультет. Я не прошел вступительные экзамены в художественную школу. Ну, моя покойная мама очень хотела, чтобы я приобщился к архитектурному труду. Ну, меня это утомляло, поэтому экзамены завалили.
Лариса, а как вы считаете, олимпийское движение и дух настоящего спорта загублены окончательно? Ну да, коммерциализация сюда, а когда еще и политический флер. Ну, привет барону Пьеру де Кубертену, поскольку политика и бизнес, ну, понятно, олимпийское движение ну, становится куда ближе к шоу-бизнесу, нежели к нормальному спорту. Что могло быть в гипотетических книгах Лукашенко «Белоруссия не Украина» и Путина «Россия не Украина»? Ну, не буду за Александра Григорьевича и Владимира Владимировича рассуждать, но понятно то, что Лукашенко как раз это пример того, как надо удерживать, играя на противоречиях, удерживать вот этот баланс. И несмотря на то, что в Москве далеко не всем нравится Лукашенко, это было еще и в нулевые. Я прекрасно помню, как на НТВ была там целая кампания, его там мозаичным психопатом обзывали и так далее. Но Лукашенко сумел пропетлять. Очень хорошо распасовал. Обратите внимание, ведь парад на чем принимает Лукашенко, военный парад? На китайском кабриолете «Красное знамя», похожем на 21-ю Волгу. Вот. И та же кооперация в военно-промышленном комплексе, тот же Полонез, вроде это с китайцами делают. Ну, а там, где идет кооперация в военно-промышленном комплексе, там все-таки определенный уровень и политических связей, потому что иначе ну, калитку не приоткроют. Поэтому вот этот недавно освобожденный один из вот этот газпромовский банкир, несостоявшийся конкурент Лукашенко на выборах. То есть ведь как-никак Лукашенко умудряется, говорится, с одной стороны, сохраняя экономическую кооперацию и доступ к российским энергоносителям, тем не менее, он как-никак сохраняет суверенность в своих действиях. Ну, и опираясь в том числе и на поддержку Да. китайских товаров. Приходят у нас, да, приходят у да. нас здесь новости, что удар по Белгороду очередной, попали в дом, и начались перебои, одна из ракет попала в дом, и после ударов перебои с теплом и водоснабжением. Это вот сейчас происходит, и там приходят, в общем, кадры. В жилые дома тоже залетели, многоэтажка пострадала. Это вот Белгород, вот сейчас. Да. Ну, соответственно, я так понимаю, что никто ничего... Ну, в общем-то, это все будет и продолжаться таким же. Да, переговоры идут, война продолжается. Вот как сформулировали месяц тому назад, что, скорее всего, вот этот тренд будет. Ну, а значит, прилетело в Белгород, значит, надо ожидать прилетов по Харькову, по Киеву. То есть, вот с такой периодичностью 70 дней это происходит. Сейчас за ССЧ по закону положено 8 лет. Подскажите, где страна возьмет столько тюрем? Да нигде. Вопрос другой, как будут выпутываться из этой ситуации. Понятно, всего-то у Украины, там, по-моему, уже менее 100 тысяч мест в местах лишения свободы, что строить, использовать стадионы, оставшиеся от чемпионата Европы по футболу в качестве таких вот, как в Сантьяго? Нет, я не думаю. Значит, придется, судя по всему, амнистировать. Примерно. И другой момент. Ведь я не раз говорил о том, что у нас можно по-разному относиться к Матиусу, но при нем военная прокуратура худо-бедно работала. Там работали профессионалы. Другое дело то, что там, для чего использовался этот инструмент, далеко не всегда в праведных целях. Но реформа прокуратуры, уже затеянная при Зеленском, благополучно это похоронила. Теперь у нас нет ни военной полиции, ни военных судов, ни военной прокуратуры. То есть, соответственно, все это вываливается на голову ДБР, которая просто физически не в состоянии обеспечить, скажем, расследование там, и передать вот эти дела в суд. Ну, зато как же хорошо, послушайте, ну как же хорошо ДБРовцам.
Не вот можно же не успеть вот этого, а успеть вот этого. А чтобы вот этого не успеть и к тому, например, не дойти, а к следующему не подтянуться, можно получить хорошую, скажем так, прибавку. А откуда эти прибавки? От тех, у которых, так сказать, в общем-то, Есть возможность. есть возможность. В общем, это все настолько вот этот вот клубок запутан. Его надо Кстати, ну, рубить раз навсегда. На этой неделе был вот этот кейс с пропавшим без вести бойцом, который нашелся, и якобы семья получила 15 миллионов. Ну вот, и там было, обязаны ли они, не обязаны ли, ну, семья возвращать эти деньги. Но там, да, есть нюансы в законодательстве, которые позволяют не вернуть. Но мы же живем в Украине. Ну, вот были прецеденты, когда люди там что-то не так За сообщили. курицу сажают на 5 лет Да, украденную. по субсидиям открывали уголовные дела, незаконно порученные, там, арест имущества и вперед. Поэтому и тут вполне допускаю, что людей банально, ну, вот, ну, я не думаю, что семья из села там, в состоянии там, договориться с экспертами, там, подделать. Может быть, их, как говорится, вот давайте там за откат 30%, мы вам обеспечим экспертизу и так далее. Ну, нормально, вот, как говорится, украинский подход. Но все дело в том, что даже вот эти 15 миллионов, они не выплачиваются. Там рассрочка на 5 лет, говорят, в бюджете нет денег. Но учитывая количество погибших, вот понятно, что, скорее всего, очень много погибших будет, по-прежнему числиться пропавшим без вести, поскольку тогда и вопрос снимается. Но ведь надо отдавать себе отчет, что мы живем в Украине. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что присоединились к нашим прямым эфирам по средам. Подписывайтесь на Золотарева. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это очень важно. Где бы вы ни смотрели эту трансляцию, да, какие бы там, как это, прямо, как горизонтально, вертикально, каким-то либо другим образом. Самое главное, все-таки надежда должна быть. Надежда умирает последней. Пока живы, будем надеяться, что это все куда-то да вывезет. Добра и света. Да, Андрей по Владимирович, соседом у нас Кость Бондаренко, а у нас Шабат Шалом. да, Золотарев. извините, у нас, конечно же, пятница, пожалуйста, и присоединяйтесь. Я думаю, что все-таки, вот несмотря на то, что пятница 13-е, да, все равно светлая сила, она все равно победит. Увидимся. До скорого.